Всем привет! Сегодня поговорим, как установить виртуальную машину VMware абсолютно бесплатно для личного использования. Если вы используете компьютер на архитектуре Apple Silicon, то это отличный способ, чтобы установить Windows или любую другую операционную систему на ваш компьютер. Так как мы используем лицензионное программное обеспечение в обход торрентов, у нас снижается риск заражения нашего компьютера и различных ошибок при установке. Давайте еще кратко пробежимся по системным требованиям данной программы. Нам нужен компьютер Mac с официальной поддержкой Monterey и выше и минимум 8 ГБ оперативной памяти. А теперь давайте перейдем непосредственно к скачиванию данной программы и установке ее на наш компьютер. Для начала переходим на официальный сайт VMware, чтобы найти тот продукт, который нам требуется. После выбора версии нас перекидывает на сайт Broadcom. Это абсолютно нормально, так как сейчас идет слияние этих двух компаний. Чтобы скачать загрузчик с данного сайта, нам обязательно нужно пройти регистрацию, то есть указать нашу почту, пройти верификацию, указать еще некоторые данные, и только после этого мы можем продолжить. Когда вы дошли до данного этапа, дальше регистрироваться не требуется и вводить свои данные тоже, этого нам будет достаточно. Теперь выбираем VMware 13 для личного использования, можем выбрать версию программы. Обязательно сверху проставляем галочку, соглашаясь с политикой компании. Но это еще не все, нам нужно сделать несколько простых шагов. Нажимаем «Скачать образ» и снова нам нужно заполнить персональные данные. И только после этого мы сможем скачать загрузчик на наш компьютер. После того, как скачивание завершено, запускаем установочную программу. В данном окне кликаем 2 раза левой кнопкой, чтобы запустить установщик. Нажимаем «Открыть». Вводим пароль от системы. Принимаем лицензионное соглашение. Здесь проставляем галочку «Для личного использования». Программа успешно установлена на ваш компьютер. Далее нужно разрешить данному программному обеспечению управлять некоторыми функциями вашего компьютера. Вводим пароль от системы и нажимаем «Изменить настройки». На данном этапе установка полностью завершена, и мы можем начать полноценно использовать данную программу. В этом окне мы можем выбрать создание новой виртуальной машины, установить Windows с сайта Microsoft, или, например, установить операционную систему с образа диска. Я выбираю установить операционную систему и скачать ее с сайта Microsoft. В данном окне мы выбираем язык операционной системы и версию. После того, как мы сделали выбор, нажимаем «Скачать Windows». Началась загрузка операционной системы, и скорость ее будет зависеть от вашего интернет-соединения. После чего мы нажимаем «Продолжить». Выбираем некоторые настройки. Вводим пароль, нажимаем «Продолжить». Создаем новый виртуальный диск и нажимаем «Продолжить». В данном окне видны все характеристики той виртуальной машины, которую мы с вами создали. Нажимаем «Завершить». Запускается виртуальная машина. Сверху мы можем видеть различные настройки данной виртуальной машины. К ним мы вернемся немного позднее. Нажимаем «Запустить». Нам нужно установить операционную систему, которую ранее мы с вами скачали. Далее начинается стандартная установка операционной системы Windows 11, которую мы скачали с официального сайта. Дальше мы с вами должны пройти стандартные шаги установки операционной системы, выбрать версию, выбрать язык установки, войти в Microsoft аккаунт, если это требуется. Операционная система полностью установлена и готова к работе. Давайте развернем ее на весь экран для удобства использования. Требуется изменить разрешение дисплея, так как оно не соответствует на данный момент. Так гораздо лучше.
Давайте посмотрим, как распозналось наше железо. Все характеристики соответствуют тем настройкам, которые мы с вами ввели при создании виртуальной машины. Давайте я сразу установлю Google Chrome, мне так будет более удобно. И перейдем на ваш любимый канал, где можно посмотреть интересные видео. Но на самом деле я запускаю его, чтобы посмотреть, все ли корректно работает, воспроизводится ли звук и не тормозит ли видео. Теперь давайте свернем нашу виртуальную машину и я расскажу немного о настройках. Настройки такие же стандартные, как и в любой виртуальной машине. Чтобы их использовать, обязательно выключайте виртуальную машину, иначе настройки менять нельзя. И я говорю именно о выключении виртуальной машины. Если вы поставите ее на паузу, результат будет точно такой же. Именно как стандартный компьютер. Нажимаем пуск и выключить компьютер. И только после этого мы можем изменять настройки. И теперь после всех этих манипуляций можете с удовольствием пользоваться данной виртуальной машиной. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментарии. До новых встреч!